Наши поезда самые поездатые. Привет, меня зовут Даша, и сейчас я вам покажу модели двух локомотивов, которые вышли в журнальной серии «Наши поезда» на прошлой неделе. И эти локомотивы меня, если честно, шокировали. А вы на канале Dasha Models, и сегодня мы посмотрим на первых два выпуска этой журнальной серии. Итак, поехали. И первый, давайте я начну со второго выпуска, потому что мне этот локомотив кажется более ретро. Это локомотив называется ЧМЭ-3. И есть несколько удивительных фактов про этот локомотив. То, что, во-первых, его производили по заказу СССР в Чехословакии. И то есть чехословацкое производство работало на экспорт в СССР. Очень такой интересный факт. И даже внешне этот локомотив отличается от советского. Потому что посмотрите на их угловатость и округлость разных форм. Почему-то в Советском Союзе очень любили округлые формы. Вы посмотрите на буханки и еще на многие другие автомобили и другую технику. Даже вагоны метро поездов тоже имеют такие лупоглазые фары. Итак, что я хочу сказать про эти наборы? Точнее, не наборы, а локомотивы. Они сделаны из пластика и очень точно передают свой прототип. Да, действительно, у этих моделей есть некоторые недостатки. Ну, во-первых, это первая журнальная серия про поезда, которые выходят в России. Я не знаю, выходили ли такие журнальные серии в других странах, но для России это прорыв, и это видно по тому отклику, который есть в социальных сетях. Людям очень нравится эта тема, и они довольно доступны. Если вы посмотрите на коллекционные модели поездов, то они стоят как минимум в 2 раза дороже, чем эта журнальная серия. А тут к такому поезду, относительно хорошо сделанному, очень классный зеленый цвет, прям как у настоящего поезда. Кстати, обратите внимание, что практически все локомотивы в Советском Союзе были зелеными. И это довольно интересное наблюдение, потому что этот цвет, кстати, очень похож и на цвет зеленого забора. Наверное, в Советском Союзе было очень много зеленого пигмента. Или он считался более стойким. Я не знаю. Конечно, при желании эти поезда можно доработать. Кстати, в комплекте к ним отдельно можно купить вот такую платформу и поставить локомотив на рельсы. Наверное, в других номерах могут быть и прицепы-вагоны, что довольно разнообразит эту коллекцию. Вообще, вагоны можно выпускать сколько угодно, чтобы каждый коллекционер мог собрать свой собственный локомотив, как свой поезд, как он хочет. Так что все встает идеально. И, конечно, все это можно доработать. Можно доработать и платформу, посыпать гравий, покрасить в железо рельсы и сделать деревянными или бетонными шпалы, поставить заборы, и тогда у вас будет прям полноценная модель. Немножко меня смущает, конечно, глянцевость этого поезда, и хотелось добавить ему немножко матовости для большего реализма, но при этом он сделан очень классно. Тут даже если посмотреть в окошко, можно увидеть, как окрашены сиденья и какое-то оборудование. Все сделано из пластика, еще раз повторюсь. И масштаб этих поездов классический. Он 87-й. Классический. Так что, кстати, в сети уже даже появляются ролики, как электрифицировать эти поезда и как переставить их на более унифицированные тележки для других производителей рельс. Но также, если вы хотите сделать свой локомотив более индивидуальным, вы всегда можете заказать у меня забор ПО2. Это очень антуражная вещь, как раз ассоциируется с каким-то депо. Заборы как раз ограждают, например, в городской черте, это точно, полотна ЖД. Ну, также маленьким недостатком мне хочется обозначить поручни. Они выглядят довольно толстыми, но я понимаю, что это какая-то такая технологическая особенность. Если бы сделали их более масштабными, более реальными, то эта модель никогда бы не смогла доставиться вам почтой в целости и сохранности, как минимум. Но при желании все это можно доделать. Я думаю, это никаких сложностей не вызовет. А теперь давайте перейдем ко второму локомотиву. Это локомотив, который, точно каждый видел у себя
по крайней мере, на даче, когда приезжал на станцию, они часто возят и товарные поезда, да и не только. И удивительно, что прям видно, что это электрический локомотив, так как на крыше имеются токосъемники, какие-то вот электрооборудование, конденсаторы, вот какие-то катушки. И посмотреть на эту добрую мордочку. Не знаю, прям видно, что он родом из Советского Союза. Видимо, у дизайнеров был какой-то заказ, который позволял им ставить только круглые фары в поезда, машины, ну и другой транспорт. Хочу обратить внимание еще вас на журналы. Они очень информативны. И в первый раз я когда читала, то что я, например, не очень увлекаюсь железнодорожной тематикой, но этот журнал заставил меня ей увлечься. То есть написано доступно, легко, и красивые тут присутствуют и иллюстрации, и какие-то даже вот таблички с характеристиками. А посередине идет плакат, и также к каждому журналу прилагается вот такая маленькая открыточка. Тоже довольно интересный артефакт. И самое интересное, что их автор – это Антон Маринцев. Он иллюстратор. И иллюстратор он не только у Мадимиу, а также и у АВД. Все бокс-арты АВД тоже сделаны им. Например, у «Звезды» это Андрей Жернов, а здесь Антон Маринцев у Костромичей. У меня есть, например, модель для сборки. Правда, у нее нестандартный масштаб для железнодорожной тематики. Это 43-й масштаб, а не 87-й. Так что в ближайшее время я хочу ее построить. И, к сожалению, вообще сборных моделей поездов довольно мало. И это, наверное, некоторое упущение. И если кто-то догадается выпускать сборные модели поездов именно вот в таком формате, 87-м, и очень известные и запоминающиеся прототипы будут использовать, то я думаю, тот производитель возымеет успех. Потому что для производителя это очень выгодно. Ты выпускаешь один локомотив и несколько типов вагонов. И я думаю, если человек очень увлечен таким коллекционированием, то он скупит несколько видов вагонов в одном и том же типе огромное количество. Вот так. Так что я очень довольна этой серией. Они меня заинтересовали. И я думаю, что в будущем еще несколько журналов я точно куплю. Ну и также мне хотелось бы увидеть в этой серии, наверное, вагоны. Какие-то, может быть, московские поезда типа «Ласточки» или вагоны метро, которые тоже очень часто встречаются в жизни. Это довольно знаковая машина для города, довольно знаковый транспорт. И, в общем, очень интересно посмотреть, как будет развиваться дальше эта серия. Первые выпуски очень даже порадовали. До новых встреч. Пока-пока. А еще раз хочу перейти к ЧМЭС-3 вагончику, локомотивчику, что в журнале, кстати, очень забавно написано про его прозвище. Его называли то Чмырь, то Чмуха. Это такой интересный факт, который позабавит любого читателя. Я думаю, у каждого поезда есть свои какие-то прозвища.